Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы уделим внимание 9 июля и поговорим о том, что это за такой денежный день, что именно сегодня нужно сделать, чтобы весь год прожить в финансовом благополучии и достатке. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, цените, кого вы уважаете и желаете, чтобы у них все было прекрасно и великолепно. В народном календаре 9 июля отмечают Давид Земляничник и Тихвинская ягодница. В этот день народ отправлялся в лес по ягоды. Православная церковь 9 июля празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери и вспоминает преподобного Давида Солунского, греческого святого, проживающего в V веке. Другие названия этого праздника 9 июля: День Давида, Медосбор, Ягодница или Тихвинская. Этот день достаточно хорош и поможет многим изменить свою жизнь. Народные приметы на 9 июля говорят нам о том, что если делать то, что завещали нам наши предки, то можно и золотишком разжиться, и молодость вернуть. Но, конечно, и риск тоже был. Земляничником преподобного Давида прозвали за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды. В старину до 9 июля не могла ни одна женщина даже ягодки в рот положить, боясь того, что будут умирать ее дети в младенчестве. На Давида Земляничника не то что можно, нужно было по ягоды идти. И земляника в этот день считалась символом благополучия. По поверьям, в ней заключен дух земли и солнечная нежность. В этот день девушки умывались земляничной росой, чтобы всегда быть привлекательными. А беременные рвали листья земляники и носили их всегда с собой, чтобы роды прошли легко. В этот день сбором земляники традиционно занимались незамужние девушки. Землянику любили не только за сладкий вкус и прекрасный аромат, но и за целебные свойства. Целебные свойства земляники использовались и для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также в качестве средства, укрепляющего иммунную систему. Листья земляники зимой заваривали и пили как чай. Это прибавляло сил долгими вечерами. Ягоду полагалось класть на открытую рану, ибо она обладала заживляющими и антисептическими свойствами. И сбором ягод полагалось заниматься после выпадения росы. Существует древнее поверье, именно связанное с 9 июля, что если вы хотите занять у кого-то некоторую сумму денег, то перед тем, как зайти в дом к этому человеку, положите себе в карман земляничный лист, и тогда вам точно не откажут в вашей просьбе. А вот чтобы деньги водились и чтобы привлечь богатство, а также быструю прибыль, нужно в карман в этот день 9 июля положить простой земляничный листок и носить его так весь день. Помните о том, что земляника всегда приносила достаток и считалась символом благополучия. Также 9 июля считался днем, когда пчелы приносили свой первый сбор меда. Пасечники читали особые заговоры, дабы пчелы не болели и приносили как можно больше меда. 9 июля на Давида проводили всевозможные ритуалы, обряды, читали магические заговоры, чтобы избавиться от всего плохого в своей жизни, при этом используя землянику. 9 июля запрещено впервые рассказывать кому-либо о своей беременности, даже самым-самым близким родственникам. В противном случае малыш появится на свет неуверенным и зажатым человеком. Не стоит в этот день и прикасаться к паукам,
убивать их и рвать паутину. Считается, что вскоре могут начаться проблемы с финансами. Не рекомендуется и игнорировать интуицию. В этот день она будет сильна, как никогда. И если ослушаться советов своей головы, то вы можете попасть в тяжелую ситуацию. Поэтому слушайте в этот день, 9 июля, обязательно свою интуицию. Согласно народным приметам, в этот день в доме нужно зажечь белую свечу. Так вы можете почистить пространство от злых духов, а весь оставшийся год будет для вас благополучным и самым щедрым. Помните о том, что 9 июля нельзя отправляться куда-то, не уточнив заранее, что вас там ждут. Если это не сделать, то можно попасть в какую-то сложную ситуацию и даже столкнуться с преступниками. Также в этот день, 9 июля, запрещается прикасаться к отложенным деньгам. В противном случае вам придется их срочно доставать и тратить. В этот день вы также можете увеличить и свой денежный запас. Для этого должны рассказать кому-то о своих должниках, даже если у вас взяли в долг и небольшую сумму. Говорят, что в таком случае на помощь приходит домовой, и он помогает улучшить финансовое состояние своего хозяина. Помните о том, что не стоит в этот день молчать о своих должниках. Наши предки были уверены, что если 9 июля рассказать кому-нибудь о том, что вам должны деньги, только помните о том, что нужно рассказывать реальную историю. Пусть даже и это будет какая-то маломальская циферка, то можно существенно поправить свое финансовое положение. Обращаем ваше внимание, что сны будут нести информацию сегодня о психологическом вашем состоянии, о внутренних проблемах. Поэтому, если приснилось вам нечто неприятное, тогда лучше за трактовкой обратиться к тому человеку, который действительно может и разбирается в снах, для того, чтобы объяснил вам тонкости именно вашего сна. Если же просто необходимо забыть свое сновидение, то вы можете рассказать о нем любой текущей воде. Это может и вода быть из-под крана, это родник и даже водопад. И тогда сон унесется и больше никогда не сбудется. Вот такой, друзья, у нас с вами день 9 июля, Давида Земляничника и Тихвинская ягодница. Достаточно интересный сам по себе день. Видите, денежный. Сегодня большое внимание наши предки уделяли деньгам, финансовому благополучию и достатку.